Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире InFact. В дополнении Shadow of the Earth 3 для Elden Ring игроков ожидает дополнительная система прокачки. Об этом сообщили журналисты, коим уже довелось отведать DLC. В оригинале при достижении условного потолка дальнейшее развитие персонажа требовало нереальное количество рун, а взамен давало мизерные улучшения. В аддоне же появится особый ресурс фрагменты дерева Скаду, которые дают высокий прирост характеристик. С помощью них можно будет повысить левел и призываемых существ, а не только героя. Однако эти фрагменты и связанная с ними прокачка будет работать только в рамках Shadow of the Earth 3. Как только вы выйдете из новых локаций, характеристики персонажа откатятся назад. Среди прочих особенностей журналисты выделили новый тип оружия – сражение руками и ногами, при помощи которого можно выбивать врагов из равновесия. Пишут, что новый стиль здорово выглядит и увлекательно играется. Shadow of the Earth 3 стартует 21 июня. Ролевой экшен в духе Diablo Walking Lords of Mayhem, невероятно взлетевший на старте и столь же быстро растерявший почти весь свой онлайн, отправляется на пенсию. Команда объявила, что обновлений больше не будет. Не будет нового контента и вообще поддержки в каком-либо виде. Сейчас пиковый онлайн в игре не достигает и сотни человек. Отзывы очень плохие. Но по словам разработчиков, Walking они оставляют по иной причине. Преградой для дальнейшего развития стали технические проблемы, преодолеть которые девелоперы не в силах. Сетевые функции игры прекратят работу, однако из продажи ее изымать не станут, зато ценник похудеет. Сами разработчики сосредоточатся на новых проектах, в которых постараются не повторять ошибок, допущенных в Lords of Mayhem. Guild Wars 2 летом ожидает новое дополнение под названием Jantir Wilds. Оно отправит завсегдатаев гильдейских войн исследовать новый регион – острова Джантир. В состав войдут две новые карты, система жилья Homesteads, подразумевающая выдачу усадьбы с огородом каждому игроку, новые рейды и события. Mount Warclaw с переработанными скиллами станет доступен в PvE, а копья можно будет использовать как полноценное оружие. Соответственно, появятся и связанные с ними навыки. DLC будет платным и в продажу поступит 20 августа. Сама же Guild Wars 2 бесплатна. Улучшенное издание получит Hitman 3 VR. Так называемая Reloaded версия будет щеголять селшейдинговой стилизацией, улучшенной интерактивностью окружения, переработанным интерфейсом, возможностью стрелять с двух рук, отредактированными вариантами перемещения, а также множеством других мелких правок. Вот только Reloaded станет эксклюзивом шлема Quest 3. Учитывая это, ожидайте ухудшения графона. Обновленный VR Hitman выйдет уже этим летом. Над созданием фанатского ремейка Fallout 2 Project Arroyo трудится уже более сотни человек, и по заверениям создателей производство идет довольно быстро. Но это не значит, что они готовы назвать дату релиза. Непосредственно по Сабжу сообщается, что в обновленный Fallout 2 все локации будут сшиты в единый открытый мир. В режиме выживания можно будет быстро перемещаться при помощи авто, однако полноценного управления транспортом не завезут из-за непосильных для энтузиастов ограничений движка. Линия злодея Фрэнка Хорригана сюжетно повторит оригинал, но сражения с ним переделают ввиду того, что ремейк не изометрический, а с видом от первого лица. В Project Arroyo это будет полноценный босс-файт с несколькими стадиями. Все реплики получат новую озвучку, старой музыки тоже не будет, во избежание нарушения авторских прав. Авторы намерены выкатить игру в Steam. Получится ли у них это провернуть или нет, посмотрим. Один из ключевых создателей VR-шлема Oculus Rift, Palmer Luckey, анонсировал новую игрушку – ультимативную версию Game Boy под названием Mod Retro Chromatic. По словам Luckey, это лучшая из возможных версий карманной приставки. Круче уже никто не сделает. Аппарат будет совместим с оригинальными картриджами Game Boy и Game Boy Color. Экран с разрешением 160 на 144, который не будет терять читаемости на солнце благодаря технологиям из авиации. Усиленный
толстенное стекло, корпус из магниевого сплава, сверхпрочные кнопки, поддержка вывода видеосигнала через USB Type-C, динамик повышенной громкости, обратная совместимость с кабелем Link Cable от Game Boy, позволяющая соединять две консоли для мультиплеера. Работать при этом мод Retro Chromatic будет от 3 батареек, рассчитанных на 24 часа непрерывной работы, а если это будут перезаряжаемые батарейки, обновлять заряд можно не вынимая из приставки. А еще у Chromatic будут собственные картриджи с новыми играми. Подробнее читайте в новости по ссылке. В Dead by Daylight наконец стартовала новая глава, посвященная Dungeons and Dragons. К запуску разработчики подготовили свежий трейлер, что включает ДНД глава, нового убийцу Арклича Векну, который способен применять 4 разных заклинания, новую выживальщицу Барда Эстри Язар, раздающую бафы союзникам. У нее также имеется альтернативная мужская версия. А играть в прятки теперь можно на новой карте Забытые руины, но тут есть нюанс. Карта вот доступна всем, а вот убийца, выживший и косметика только тем, кто заплатил денежку. В следующий раз ДБД устроит кроссовер с Castlevania. Авторы пошаговой тактики Tactical Bridge Wizards отправят нас в мир, где всем заправляет друидская мафия. Вместо пушек используют магические посохи, а вместо взрывчатки особые заклинания. Но при этом действие разворачивается в современных декорациях. Главные герои — маги в законе. Им предстоит распутать глобальный заговор, в котором замешаны офицеры полицейского участка, религиозная диктатура жрецов-омоновцев, частная военная организация, члены которой сидят на магических стероидах, и секретный спецагент Хрономант. Мы будем планировать штурмы, применять разнообразные способности, придумывать комбинации спеллов, собирать свое пати, прокачивать арсенал, оценивать действия противника и отматывать время вспять. А еще можно выбрасывать людей из окон. Игра рассчитана на 8-10 часов. Ветвящегося сюжета нет и элементов рогалика тоже. Все уровни созданы вручную, а за реиграбельность ответственны особые условия для каждого задания и поддержка модов в мастерской Steam. Tactical Bridge Wizards должна выйти в течение 2024 в Steam. Русского языка пока нигде не видно, но зато можно опробовать демку. И на этом у меня все. Читайте и слушайте свежие материалы от наших авторов на сайте stopgame.ru. Кирилл Волошин накатал превью The Rogue Prince of Persia, а Василий Гальперов и Дмитрий Карнов наподкастили разговор на тему сомнительного ремейка Silent Hill 2. Приятного ознакомления и хорошего дня!